это просто что-то невероятное вообще. Сюда туристы редко добираются. Вы кто? Что вы тут забыли? Руины, трущобы. У меня тут просто полно уже друзей. Тебя просто сейчас на месте убьет. Бандитизм, преступность, война. Все эти войны, они действительно продолжаются до сих пор. Стоит ли садиться в машину к незнакомцу в Ираке? Как мы можем отказать парню из Багдада? Который побывал во всех этих перестрелках, во всех этих передрягах. Мы в Дубае, спросите вы? Нет, конечно же, мы в Ираке. Если быть точнее, мы прибыли в город Эрбиль, столицу иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Курдистан с недавних пор открыт для туристов. И так как до этого мы путешествовали по соседней Турции, мы не могли не воспользоваться случаем исследовать этот весьма малоизвестный регион, пообщаться с местными и узнать, как живут люди в стране, паспорта которой признаны одними из самых худших в мире. По недавно сложившейся традиции в конце видео у нас будет конкурс. Разыгрывать будем, наверное, самый важный атрибут любых ближневосточных посиделок. Так что досматривай это видео до конца. Так, вот тут такая дорога, просто гигантская, очень много машин. И чтобы перейти, нужно пройтись по этому надземному переходу. Ну, инфраструктуры как бы вообще нет для пешеходов. Вот мы смотрели очень много влогов про Дубай там, или Саудовскую Аравию. Очень похоже. Потому что все на машинах, пешком ходить практически нереально. Наверное, единственные пешеходы вообще. Все для машин. То есть, чтобы пройти, нужно выйти на проезжую часть. Но очень много крутых машин. То есть у людей здесь, видимо, есть деньги, но нет инфраструктуры для людей. Для машин все есть. Вот, пожалуйста, дорога просто идеальная. Но вот сразу есть такое ощущение, что мы уже вообще не в Турции. Здесь все по-другому. А чуть-чуть отходишь от проезжей части, и все, сразу такие небольшие руины, дороги хуже, трущобы какие-то. Вон, детишки играют где-то в грязюке. Но машин крутых здесь больше, точно больше. Вот просто рандомная улица. Машины, все новенькие, в пленочках. Так, мы пришли на какую-то улицу, здесь прям настоящий колорит. Вот люди в таких национальных одеждах. И мы просто пытаемся, как два каких-то неуместных хипстера, найти какое-то кафе с интернетом, потому что в Аделе лекция начинается через 10 минут. В общем, мы вышли в какую-то область, где старый рынок. Здесь прям такой колорит вообще. Но это немножко не к месту, потому что в Аделе начинается лекция. И нам нужно срочно кафе, где есть интернет. Блин, ну это... Где мы вообще находимся в Аделе? Что это такое? Тут реально люди ходят в национальных одеждах. Не, это просто что-то невероятное вообще. Люди улыбаются, конечно, но не все. То есть есть такие прям люди, которые выглядят довольно серьезно в этих своих нарядах таких опасных. В общем, апдейт следующий. Нас спас один мальчик с ресепшена в отеле, раздал нам интернет, и я узнала, что лекция у меня перенеслась на 2 часа попозже. Фух, я чуть немножко подрасслабилась, поэтому мы сейчас идем немножко дальше гуляем. Нам нужно позавтракать, найти все-таки место с хорошим интернетом и все-таки пройти уже эту лекцию наконец. Мы идем уже, наверное, час по этим улицам, и главное, что можно понять, это то, что это город торговли. Здесь продают абсолютно все. Еду, какие-то китайские товары, какие-то хендмейд товары, симки, сигареты, животных. В общем, все, что можно придумать, можно найти на этих улицах. Мы точно попали в другой мир. Hello. Hello. Вот, все с нами здороваются. Все, абсолютно все на нас смотрят. То есть не так, что мы идем там, и люди как-то так обычно реагируют на туристов. Нет, сюда туристы редко добираются. Тележки. Вот Аделя, мне кажется, такая единственная тут девушка, которая с открытыми руками
футболочки, такая налегке, вот. Если есть женщины, то они все, ну, в закрытых одеяниях. Просто сейчас, по-моему, градусов 30 на улице, я не очень представляю, в чем еще можно ходить в такую погоду. Еще один интересный момент, который мы заметили, это то, что много людей ходят в национальной одежде, но в основном это мужчины такого более старшего поколения. Вот они прям как положено, с тюрбанами, вот это традиционное одеяние и обязательно пояс на животе. А вообще здесь такой жесткий трафик, что в первую очередь приходят ассоциации с Азией, с Бангкоком, где тоже куча машин, не протолкнуться, не пройти. Это саранча. Да, это саранча, очень большая. В общем, мы наконец-то нашли такой киоск, где можно купить сим-карту. Они здесь продаются вот таким образом. То есть стоит человек и просто торгует ими. То есть это не какая-то специальная лавочка, не специальный магазин, а вот такое что-то импровизированное больше. 1 week, 7 days. 7? Yeah. 7 days. Познакомились с каким-то мужчиной, он нас ведет в какое-то место, где мы позавтракаем. Вот. Вроде бы все очень дружелюбные, пока что только прям положительный экспириенс. Такой смешной момент сейчас произошел. Какие-то парни спросили: вы феномен? Вы феномен? Я говорю, что? Что за феномен? Короче, они так называют звезд. То есть они говорят: вы типа, ну, звезды на ютубе, на тиктоке, они это называют феномен. Я говорю: нет, и они отстали. В общем, этот мужчина, оказывается, привел нас к своей машине и хочет нас повезти в это место. Мы-то думали, что мы идем к этому кафе. Вопрос. Стоит ли садиться в машину к незнакомцу в Ираке? معلش قد توصل تقريبا توصل 20,000 توصل 20,000. В общем, пока Рома сидит и спокойненько общается с нашим новым другом, я немножко не понимаю, куда мы едем, безопасно ли это, куда мы приедем. В общем, такое. Okay. So are you like Iraqi or Kurdish? I'm Kurdistan. Okay. And I love my city. I love all of the cities, all of the worlds. We hadn't anything is in our hearts. Okay. Wow. Wow. Еще. Yes. Thank you very much. Зор спас. Зор спас. Я в шоке. Тут 4 вида риса, какое-то огромное мясо, еще 10 тысяч каких-то маленьких тарелочек, еще больше хлеба. Но мне же начинается лекция, и я оставляю Рому наедине со всем этим великолепием. Пока. Так, давайте я пока чуть расскажу, что вообще было тут на столе и почему так много еды. То есть нам принесли такое огромное блюдо, на котором 4 вида риса или какой-то другой крупы, я так и не понял. Посередине такой огромный кусок мяса, мне кажется, это была баранина. И еще к этому всему принесли кучу разных таких тарелочек с соусами, с намазками, с овощами. Было очень вкусно, все такое натуральное, свежее. Мне лично очень понравилось. Я парюсь по поводу двух вещей. Первое, чтобы у Дели хорошо прошла лекция, потому что тут играет такая восточная музычка, атмосфера такая, ну, нерабочая, мягко говоря. Второе, то, что это очень много еды, и я боюсь, что это будет стоить нереально дорого. Потому что мы в каком-то очень крутом ресторане, нас сюда отвез тот мужчина на машине. Ну, как это лекции в Ираке? Мне не нравится. Мне было так неловко, когда мне нужно было говорить, что тут все играет арабская музыка, там сидит просто серьезный профессор, серьезные люди в своих каких-то комнатах. А я сижу в иракском ресторане. Я рада, что это закончилось. Нам принесли еще десерты, хотя, конечно же, мы их не заказывали. Давайте пробовать. Так, ну это похоже на какой-то пирог с медом.
Это пирог, который пропитан медом, но что особенное в нем, это еще кокосовая стружка внутри. Я что-то совсем не ожидала такое. Очень вкусно. Лот номер 2. Какая-то жижа. Наверное, это просто пудинг. Сверху его посыпали фисташковой крошкой и шоколадной крошкой. Стандартный ванильный пудинг, просто вот с такой интересной подачей. Мы заплатили за наш обед, и мы ставили ставки, сколько мы за него заплатим, потому что там было столько еды. $100, 80, 50. Угадайте, сколько мы заплатили? $13. Вы можете это? У меня в голове это не умещается. И этот чувак, он такой веселый, добрый, но когда он разговаривает, такое чувство, что он тебя просто сейчас на месте убьет, потому что так внушительно и грубо звучит этот язык, что ты такой типа: да-да, все, спасибо, до свидания, я ухожу, возьмите все мои деньги. Так, мы подкрепились, это был такой завтрак, обед и ужин в одном. Вот, и сейчас мы едем опять в центр города, потому что мы не успели посмотреть Цитадель, это главная такая достопримечательность Эрбиля. И вот сейчас мы направляемся именно туда. Сели в такси, и таксист решил обязательно показать нам своих детей и как они проводят вместе время. Несколько часов дороги, конечно. Вот эта поездочка. Да. Чтобы понять некоторые города, порой нужно выехать из туристического центра и погулять по спальным районам и окрестностям. И это точно не про Эрбиль. Здесь вся жизнь наоборот кипит в самом центре города. Просто посмотрите, сколько здесь собралось людей в самый обычный будний день. Сзади меня находится цитадель Эрбиля, и это одно из самых древнейших мест на Земле, где беспрерывно жили люди. Совсем недавно последних людей, проживающих в цитадели, выселили, чтобы сохранить этот древнейший исторический памятник. С тех пор цитадель внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО. Сама цитадель закрыта для посещения, потому что там ведутся какие-то раскопки. Здесь, конечно, какая-то невыносимая жара, то есть мы уже отвыкли от такой жары за зиму. Здесь где-то 29-30 градусов, солнце как бы не очень палит, но дышать нечем, постоянно пересыхает горло, постоянно хочется пить. Так, немножко сложновато. И именно здесь, в вечер нашего первого дня в этой стране, мы поняли, зачем мы вообще приехали в Курдистан. Вау, Люди прям хотят, чтобы их снимали. офигеть. Где такое видно вообще? Нигде, все наоборот пытаются скрыться от прицелов камер. Да. Снимайте нас, снимайте. Старшее поколение, младшее поколение. Курды нереально доброжелательный и гостеприимный народ. Каждый, кто знал хоть пару слов по-английски, считал своим долгом подойти и спросить, все ли у нас в порядке. Так, вот эти ребята нам взяли и купили кофе. Ну что это такое? Я? Вот честно, мне как украинцу все это поначалу даже казалось подозрительным. Не бывает же, что просто так хотят помочь. Оказывается, здесь это норма. Но вообще, на центральной площади Эрбиля к нам был какой-то особо повышенный интерес. Возможно, из-за камер, а может быть, из-за моего роста. Но вокруг нас прям толпились люди, и чуть ли не каждый просил с нами сфоткаться. И я не преувеличиваю.
еще один друг. У меня тут просто полно уже друзей. Круто, да? Так, еще мои друзья. Вау. Мы гуляем по центральной площади и просто, не знаю, такая повышенная концентрация внимания на нас. Ну вообще офигеть. Такого у нас никогда точно не было. Скажи, люди прям в шоке. Типа они нас смотрят, такие типа: вау, вы кто? Что вы тут забыли вообще? Познакомились с одним парнем с Багдада. Вот, он говорит чуть по-турецки, и Аделя с ним общается. Вот. Общаемся себе по-турецки, в Ираке, все четко. Ben Türkiye'de 5 sene. Hi. How are you? Are you good? What's your name? My name is Sai. Time. Окей. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ну и, конечно же, он позвал нас на чай. Как мы можем отказать парню из Багдада? Так, идем в кафешку с нашими новыми друзьями. Будем пить чай. Hi. Yes. Вот тут сидят мужчины все. Аделя будет, как обычно, единственной девушкой. Не привыкать. How are you? Так, нас уже знакомятся всей семьей. С папой, сестрами, детьми, собаками, с турами. Аделя чуть-чуть уже Мне overwhelmed. кажется, после меня этого одного дня нужно месяц как минимум провести в одиночестве. Слишком много социального контакта. Ну что, Аделя, скучаешь по родной Турции? Уже скучаю, но действительно никогда не знаешь, какой язык пригодится, потому что мы разговариваем с чуваком из Ирака, который плохо говорит на английском, на турецком, кое-как пытаемся объясниться. То есть 2 месяца в Турции не прошли даром. Этот парень, он с Багдада, и он переехал сюда, потому что там очень опасно. Потому что там он говорит, что иранские гэнги, иранские группировки просто оккупировали весь город. Он даже рассказал, что он проезжал на машине, у него просто стрельнули. И, ну, жесть, короче, то есть очень опасно. И он переехал сюда на север Ирака. Здесь спокойно, здесь другое вообще правительство. И здесь как бы город развивается, ну, весь регион развивается. А там просто какая-то жесть, похуже, чем в 90-х у нас где-то. То есть прям, ну, бандитизм, преступность, война, никакого мира. Сейчас прозвучал азан, и наш друг удалился, чтобы помолиться. И мы до сих пор не можем уложить в голове и осознать, что мы сидим с человеком, который из Багдада, который побывал во всех этих перестрелках, через столько прошел. И да, сейчас мы просто сидим и вместе с ним общаемся. Это как-то вообще нереально. То есть все это очень рядом, все эти войны, они действительно продолжаются до сих пор. Это даже не войны, это просто какие-то разборки мафиози. Это так грустно на самом деле, что это есть до сих пор, что от этого страдают обычные люди. И да, мы сейчас вроде бы в Курдистане, но это все происходит совсем рядом. Так, мы выехали с центра и доехали до места, где живет наш хост. Вот, сейчас ждем его и будем знакомиться. Hi. Hello. Hello, Адель. Nice to meet you guys. Yeah. В общем, мы сменили хоста, и это на самом деле было очень хорошим решением. Наш новый хост, Сардар, он очень интересный, начитанный человек, он журналист, переводчик. Да, у него замечательный английский, и последние пару часов мы беседовали с ним, и он нам вкратце рассказал историю Ирака за последние 20 лет, которая очень сложная, запутанная и непонятная. Лично мы сами не смогли в ней разобраться. Да, мы вчера весь день, пока ехали в автобусе, читали статьи на Википедии про Ирак, про Курдистан, про все эти войны, конфликты, вот, и пытались в этом разобраться. И сегодня наш хост Сардар разложил все по полочкам и ответил на все наши вопросы. Короче, очень круто пообщались. Сейчас время всего лишь 9 вечера, но нас так жестко вырубает. Мы, наверное, просто примем наконец-то душ и просто завалимся спать. И это наш, получается, первый день. Кажется, что мы тут уже пару дней, скажи. Да, есть такое. Офигеть. Как и обещал, конкурс. На всем Ближнем Востоке просто обожают чай, и в Ираке его пьют вот из таких стаканчиков. И, кстати, с большим количеством сахара. Сахар мы разыгрывать не будем, но вот стаканчики могут достаться именно тебе. Что нужно для этого сделать? Нужно лайкнуть это видео,
Оставить комментарий, любой, даже можно много комментов, чем больше комментов, тем больше шансов. И подписаться на канал, если вы еще не подписались. Результаты конкурса объявим либо у меня в инсте, либо у Адели. Подпишитесь лучше на обе. И отправим этот сет из стаканчиков в любую точку мира. Все, пока.